Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами в очередной раз поделиться мнением своим в отношении того, какую стиральную машину купить. Однозначно вы уже слышали от меня, что лучше всего покупать очень надежную, хорошую стиральную машину, да и вообще этот принцип относится ко всей технике, ко всему, что бы вы ни покупали. Но почему это так? Хотел с вами поделиться одной мыслью, и давайте вместе рассмотрим вот такую причину, почему сегодня человечество, ввиду того, что покупает модные вещи, идет к самоуничтожению. Рассмотрим один случай. Недавно его встретил, и он меня даже впечатлил очень. Генри Форд, гениальный предприниматель, 3 раза объявлял себя банкротом. Но его 4-я попытка привела его к грандиозному успеху. Стартовав еще раз в 50 лет, он стал самым богатым человеком в мире. Его примеру последовали десятки талантливых предпринимателей. Они также стали производить самые разные автомобили. Очень быстро выросла огромная новая индустрия по производству автомобилей. Производители разогнали свои конвейеры до невиданных скоростей и очень быстро стали производить автомобили больше, чем люди их покупали. В то время покупатели воспринимали автомобиль только как транспортное средство. Им было неважно, как он выглядит. Главное, что он перевозит людей и грузы. Одновременно стали останавливаться конвейеры и заводы. Что делать? Как заставить людей покупать больше новых автомобилей? И вот здесь, внимание! Маркетологи и рекламщики открывают новые методы. Они придумали эффективную, гениальную стратегию заставлять людей покупать то, что им не нужно, то, без чего они обходились раньше. Маркетологи при помощи рекламы и пиар-компаний стали внушать чувство неполноценности тем людям, которые ездили на старых автомобилях. Автопроизводители стали выпускать новые модели. Не утруждая себя к тем же самым автомобилям, они стали приделывать крылья, крутые фары, бамперы, красить их в новые модные цвета и при помощи унижения владельцев старых автомобилей стали заставлять их постоянно покупать новые. Идею постоянного обновления продуктивных линеек подхватили буквально все производители одежды, косметики, сантехники, девайсов. Реклама достигла безумных планетарных масштабов и превратила разумных рациональных потребителей в неразумных рабов моды и новых моделей. Апогей безумия был зафиксирован в 1975 году. Иранский шах заказал для своей армии у компании Mercedes военные внедорожники. Когда в Mercedes приступили к их выпуску, в Иране произошла революция. Шаха свергли, и страна отказалась покупать Гелендвагены. Представьте себе совет директоров, который с ужасом подумал, что им делать с произведенными автомобилями. Кому в Европе могут понадобиться полноприводные, потребляющие очень много бензина, некомфортные внедорожники, если на идеальных дорогах трудно найти лужу? Но делать было нечего. Машины произведены, и их просто поставили в дилерские салоны. Каково же было удивление руководителей, маркетологов и рекламщиков, когда Гелендвагены стали раскупать, как горячие пирожки в морозный день. И вот тогда все поняли, что больше потребителей не интересуют реальные свойства и качества вещей. Потребителей интересует имидж, понты, брутальность, все что угодно, но не здравый смысл и не функциональность. Все производители стали производить некачественные долгоиграющие товары,
а то, что быстро выходит из моды. В мире развернулась гонка, битва за наши кошельки. Все сошли с ума. Сегодня уже никто не думает о катастрофических последствиях, о том, что мы рубим сук, на котором сидим. Те, кто управляют корпорациями и компаниями, стремятся любыми способами получить как можно больше прибыли и как следствие уничтожить как можно больше природы. На рекламу сегодня тратится более 500 миллиардов долларов в год. Чтобы понять, какая это космическая сумма, обратите внимание на две цифры. По данным ООН, чтобы человечество полностью избавилось от голода, нужно всего лишь 50 миллиардов долларов. Это всего 10% того, что сегодня тратится на рекламу. А всего 24,5 миллиарда долларов нужно для того, чтобы всем детям на Земле дать бесплатное начальное образование. За последние десятилетия людям внушили фальшивые ценности и смыслы, такие как «купи больше товаров», «накопи больше денег, и ты будешь счастлив». Прибавьте к этому безумию тот факт, что количество людей за последние 100 лет выросло на 750%. Миллиард жителей планеты очень быстро превратился в 7,5. За эти же 100 лет потребление энергоносителей на одного человека увеличилось больше, чем в 1000 раз. А также за последние 50 лет люди уничтожили 30% озонового слоя вместе с магнитным полем Земли. Это наш щит от жестких космических излучений. Насколько он важен, судите сами. У космонавтов, долго пребывающих на орбите вне защитного слоя Земли, изменения произошли в 7% ДНК. За последние 50 лет люди в океане уничтожили 70% живых существ, которые они потребляют в пищу. Моллюски, морские животные, рыбы. Также за последние 50 лет в океане уничтожено 40% живых организмов, которые мы, люди, не едим. Кораллы, водоросли и другие виды. Кто не знает, океан является главным легким планеты. Большую часть кислорода вырабатывают микроорганизмы, живущие в океане. 50 лет назад в океане были мертвые зоны размером в квадратную милю. В этих зонах нет кислорода, а сейчас эти мертвые зоны увеличились до 60 тысяч квадратных километров, и количество таких мертвых зон постоянно растет. Из мусора в океане создаются огромные плавающие ядовитые острова, которые выделяют канцерогены и яды. За ближайшие 5 лет средняя температура на Земле возрастет на 1,5%. Все научные факты и цифры не говорят, а кричат, орут. Человеки, люди, что вы делаете? Ведь через 20 лет прекрасную Землю вы для себя же превратите в ад. У ваших детей уже нет будущего, остановитесь, безумцы. Но слепые продолжают вести слепых к пропасти. Профессии президентов, бизнесменов, спортсменов и звезд шоу-бизнеса не предусматривают ответственность за будущее нашей цивилизации. Все они зарабатывают деньги, стремятся к славе и власти. Но все эти лидеры внимания властителей умов и миллионов простых людей не осознают и не понимают, что они ведут все человечество к пропасти. Вернемся к нашему вопросу, который мы подняли в начале. Какую технику мы хотим купить для себя? В частности, какую стиральную машину выбрать? Выберете ли вы ту, которая сейчас модная, которую можно будет выбросить через пару лет? Пожалуйста, учитывайте все факторы при выборе вашей техники. Всего вам доброго.